покупаю. Роскошно. Даже на секунду не хочу выпускать тебя из рук. Слушай, ну летать на чартерах реально круто, мне очень понравилось. Что такое чартер? В смысле, мы вон только что на чартере прилетели. Ага, я думал, это просто называется частный самолет и все. Всем привет, друзья, это Орел и Решка. И мы в Куршавеле! Это безумный викенд. Юль, ну тут все-таки это самый дорогой курорт Европы. Это правда. И знаешь, что мне хочется в нем сделать? Уже сразу, что Мася, у меня закончилось шампанское, мать, закажи еще. В общем, кидаем монетку, и мы узнаем, кто тут будет отдыхать максимально красиво. Конечно Где же я. это можно сделать? Ну-ка, давай. Юль, Орел. Решка, друзья. Ну, полетели. Опа, опа. Ян! Юль. Ян! Стоп! Да ты понимаешь, что ты даже не знаешь, что такое чартер. Куда тебе кар? Зато ты узнаешь, что такое рюкзак, хотя ты уже Да я знакома знаю, с уже ним. лучше, чем... 2 еврика в ручку дополнительная. Я сейчас Всё, Юль, заплачу. Ну как добрый это в Куршавель? путь. Я буду Куршавель со красиво 100 баксов. отдыхать. Ян, тебе Чё хоть, там? тебе хоть стыдно немножко? Очень. Горю от стыда и от солнца немного. Юль, давай, пока. Я пошел Куда здесь идти? туда. Тут даже, наверное, нет никакого транспорта, чтобы добраться. Ну, Куршавель – французский горнолыжный курорт. Место элитного отдыха политиков и бизнесменов. Кажется, пора добавить сюда немного безумия. Как настоящий богач в Куршавеле, я арендовал себе частный самолет. Легкий планер Cessna 172. Он без проблем может взлетать и приземляться даже на грунтовых полосах, развивать скорость до 228 км в час и летать без дозаправки на дальность более 1000 километров. В общем, такое себе такси в небе, полет в котором обойдется в 300 евро. Но такой еще самолет классный. Я в последнее время начал тащиться от таких маленьких самолетов. В них есть прям какой-то нереальный кайф. Они совершенно другие, они такие интересные. И тут очень удобно. Я помещаюсь, 1,94 м, напомню. Вот, смотрите, место есть, все супер. Но оказалось, даже с таким маневренным самолетом при взлете в аэропорту Куршавеля могут возникнуть трудности. Взлетная полоса в Куршавеле вообще в принципе меня уже удивляет, потому что мы, в горах, и тут вообще нет места. Но эта полоса входит в топ-10 самых опасных взлетных полос в мире. А все потому, что у пилотов нет шанса на второй заход во время посадки. Только одна попытка. Вторая причина опасности этой взлетной полосы, она очень короткая. Всего лишь приблизительно 580 метров, что считается очень мало. Но самое главное, это не просто ровная прямая взлетная полоса. Это взлетная полоса под наклоном 18 градусов, что очень много. Мы взлетаем! Полетели! Это было очень быстро, это был самый быстрый взлет, я вообще не понял, что произошло. оказаться в Куршавеле со 100 баксами. Серьезно? Мне кажется, я единственный человек вообще во всей этой огромной горной системе, у которого всего 100 долларов. И самое интересное, что здесь вообще нет никакого общественного транспорта, потому что он просто не нужен. Зачем богатым людям общественный транспорт? Они летают на вертолетах, ездят на машинах, но точно не ходят пешком. А я хожу, друзья. Из аэропорта до города пешком легко. Пойдемте, посмотрим. Конечно, почему нет?
Автобусы в Куршевеле курсируют только между поселками, а из аэропорта придется идти пешком 4 километра, примерно 50 минут. Слушайте, ну на самом деле, 100 баксов и 100 баксов. Ну посмотрите, какая красота, воздух какой, мамма мия, Санта-Лючия. У! Альпы – самый высокий и протяженный горный хребет в Европе, который расположился сразу на территории 8 стран. Но именно здесь, во Франции, находится самая высокая альпийская точка. Мы сейчас там на горизонте, точнее вообще очень близко видим огромнейшую гору. И знаете, что это? Это Монблан, самая высокая гора в Европе. Высотой 4810 метров. А по ее вершине проходит граница между Францией и Италией. Так сложилось, что я в этом сезоне очень часто летаю, и по идее меня уже не должно все это удивлять. Но я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы вот это все не удивляло. Это безумие. Мы летим над высоченными горами на маленьком самолетике. Ну и это еще не все. Французские Альпы – это крупнейшая в мире зона для горнолыжного спорта. Здесь находится более 4000 горнолыжных трасс и более 200 горнолыжных курортов. Это восторг. Я невероятно счастлив. А вот мой восторг спустя полчаса прогулки по снегу выветрился. У меня замерзли ноги и промокли. Но тут мне жарко. Ездят постоянно эти дорогие машины. Возят этих богачей. В общем, красота красотой, а уже немножко обидно, если честно. Самолет штука удобная, но в горах мест для посадки мало. Отели находятся здесь очень высоко, поэтому местные богачи бросают тачки внизу и добираются на ратраке. Я не исключение. Ратрак – это горный вездеход весом 12 тонн и мощностью 430 лошадиных сил. Такая махина может и снег расчистить, и на крутой склон забраться, и богатых туристов в альпийские отели доставить. В целом мы поднимаемся очень высоко, и сюда бы ни одна машина никогда бы не заехала. Дело в том, что в Куршевеле действует принцип – чем выше, тем дороже. Поэтому богачи и выбирают жилье высоко в горах, поближе к горнолыжным трассам и подальше от посторонних глаз. Ну что, друзья, вот я и добралась. Я добралась до поселка Куршавель 1850. Это как бы столица этого горнолыжного курорта. Тут максимально все дорого, максимально богато. И мне здесь нравится, даже с моими маленькими бюджетами. Куршевель 1850 – одна из 4 станций горнолыжного курорта Куршевель. Именно здесь находится наибольшее количество 5-звездочных отелей, высококлассных ресторанов и различных бутиков. Ну а главное, Куршевель 1850 расположен выше, чем остальные станции, а значит отсюда удобнее всего добираться к наилучшим лыжным трассам. На самом деле цифры в названиях горных деревень обозначают высоту над уровнем моря. Но Куршавель 1850 – это не совсем правда, потому что он находится на высоте 1750. А еще 100 добавили, ну так, чтобы красивее было, чтобы подороже. Куршевель 1850 – центр лакшери отдыха. Сюда приезжают в основном звезды, олигархи и успешные бизнесмены с гламурными женами.
Итак, друзья, сейчас я вам расскажу, почему богатые выпендрежники так любят это место. Во-первых, мода. Именно здесь вы можете найти самые уникальные горнолыжные экипировки мировых брендов. Ну, где еще такое купишь? Вот, например, брендовый горнолыжный костюм. $10 этот лук обойдется точно, минимум 10 тысяч долларов. Или вот, казалось бы, обычный шарфик. 5000? 5000? Вау! Заберите от греха подальше. 5000 евро шарфик? Мне прям жарко стало. Ну или вот, дамская сумочка. Вы чего там вообще, что ли? Перекатались на лыжах на своих, сдурели совсем. 2500 евро, вообще психи. Причина номер 2. Здравствуйте. Здрасте. Это то, что здесь нет никакого языкового барьера. Если вы из постсоветского пространства, вас точно здесь поймут. А все потому, что начиная с 90-х Куршавель – место тусовки российских олигархов. И по сегодняшний день эта тенденция не меняется. Ну и третья причина – любой каприз за ваши деньги. Хотите – на лошадках покатайтесь, хотите – на карусельке покуражьтесь, а хотите себе идеальные снимки в соцсети – пожалуйста, здесь есть фотографы, которые за большие деньги вам это организуют. У меня таких денег нет, но фоточку с Куршавеля я все-таки привезу. Куршавель. «40 минут живописной поездки на вездеходе, и я, наконец, добрался до своего отеля. Называется «Le Refuge de la Treille». В переводе «убежище». И действительно, богачи могут спрятаться тут в одном из 8 номеров, которые расположены вот в таких деревянных домиках. А чтобы не забывать благо цивилизации, здесь есть спа, массажный кабинет, джакузи, баня и ресторан. Cool, thank you so much. А вот, собственно, номер, где я буду жить. Так, значит, что у нас есть? Небольшой, реально небольшой, очень маленький номер. А все для того, чтобы гости долго здесь не засиживались и скорее шли кататься и развлекаться. Сам номер выполнен в стиле шале. Это когда интерьер напоминает уютную хижину пастуха без предметов роскоши, но с использованием экологичных натуральных материалов. Офигительно красивый сруб. Здесь такие красивые плашечки деревянные. Тут шикарная кровать. Ну, как бы, классика заселения, ребят. Я должен это сделать. Опа, кровать отличная. Мне очень нравится такой стиль. Всякая овечья шерсть. Офигенно! Ну и самое главное, как мне кажется, что есть в этом отеле, балкон с таким видом! Вот так вот, вжих, чика-бум-бум, балдежно, все, что можно сказать. Еще и кресло-качалка есть, и можно в старости как раз, вот если довернусь, лет в 50, в шелковых трусишках уже, конечно же, ну, все-таки альпийская классика. Вот так вот сяду с кофейком, посмотрю вдаль и откинусь. Приехать в Куршавель и не подняться на самую вершину гор – это преступление. И я, собственно, планирую подняться, друзья. Осталось спросить, как это сделать. Hello, guys. I want to ask you. I need to go up. Go up. How to go up? On the bubble, Huh? on one of the lifts Where I can buy the ticket? inside here. Inside here. Okay, thank you so much. Good luck. Вот и все, видите? Как говорится, язык до Киева доведет, а если правильно говорить, то до вершины Альпийских гор.
Короче, если я не катаюсь, а просто хочу подняться туда-обратно, это стоит 17 евро. Если я хочу на весь день, это стоит 24. Разница, казалось бы, небольшая, но с моим бюджетом придется брать за 17. Все, едем вверх. Куршевельская система канатных дорог считается лучшей в Европе. Здесь работает 174 подъемника, что позволяет без очередей перемещать более 200 тысяч туристов в час из одной вершины на другую. Ну вот, 15 минут, и я на самой высокой точке курорта, вершине Салир. Мне кажется, это самые красивые 17 евро в моей жизни. Самые живописные. Теперь я понимаю, почему Куршавель считается одним из самых классных горнолыжных курортов. В общем, если это и безумный уикенд, то потому что здесь безумно красиво. Что говорить, друзья, вы все сами видите. Слушайте, ну здесь столько народу, все катаются, я тоже хочу. Это как-то вызов уже, что ли, потому что все съезжают, а я что, хожу здесь только ногами. В общем, ставлю перед собой условия, несмотря на свой бюджет, съехать хотя бы с какой-то вершины. Если у вас есть деньги, покататься в Куршавеле вообще не проблема. Для этого нужно арендовать горнолыжный костюм за 90 евро, взять на прокат горнолыжный инвентарь за 30 евро, и катайся сколько душе угодно. Ну что, друзья, пришло время и мне вкусить горного экстрима. О, я готова! Чтобы бюджетно покататься в Куршавеле, надо привезти костюм с собой и арендовать самый дешевый инвентарь. Так, оп, тихо. Чем вам не горнолыжный курорт? Едем? С Богом. Пожелайте мне удачи. Что? Что? Но если вы думаете, что санки – это детские забавы, то глубоко ошибаетесь. В Куршавеле это крутые, скоростные покатушки на трассе со всевозможными препятствиями. А я слетела, мне кажется, летела со скоростью километров 30 в час, клянусь, это очень круто, это реально экстремально. Если вы сюда приедете, ребята, обязательно прокатитесь на этих санках. Это вам не как в школе на портфеле, это по-серьезному. Вдоволь накатавшись, богатые туристы в Куршавеле отправляются отобедать в ресторан. А очень богатые в ресторан Лёша Бишу, который отмечен 2 звездами авторитетного рейтинга Мишлен. А все благодаря шеф-повару Стефану Бюро, который уже 32 года создает для гостей ресторана настоящие шедевры французской кухни. Местный шеф Стефан Бюро, у него есть невероятная особенность. Он готовит каждый день абсолютно новое блюдо для своих гостей. Поэтому вы никогда не знаете, что вам подадут на стол сегодня.
Интересненько. Единственное, знаю, что обед будет состоять из 5 блюд. Итак, блюдо номер 1. Закуска из копченой моцареллы, сухарик с беконом и корзинка с грибным суфле. Но это какое-то сочетание огромного количества вкусов, которые ты не можешь описать. Едем дальше. Второе блюдо – гриб от шефа. Хрустящая котлетка из черного трюфеля подается с грибным экстрактом. Все вместе это очень вкусно. Это как будто, вы знаете, разделили грибной суп. Всю внутреннюю начинку и жидкость отделили. И вот когда вы сочетаете все это вместе, оно наконец-то собирается и получается шикарнейший грибной супец. Третье блюдо – паштет фуагра, глазированный яблочным соком и желе алоэ вера. Печень гуся в нежнейшем яблочном желе, которое в целом особо не чувствуется, но придает немного кислинки. Как я заговорил уже, воу-воу. Четвертое блюдо – морские гребешки на подушке из пшенично-кукурузного пюре и хлебец из кукурузы. Это гребешок, это супер мягкая по факту рыба с небольшим коржиком сверху, с соусом из собственного сока. И плюс это пшеничная каша с дымкой такой, то есть она отдает дымом. И, наконец, пятое блюдо – белая рыба в кремовом соусе со слайсами спаржи. Это очень-очень нежное мясо рыбы с довольно вкусным соусом. Я, конечно, не самый авторитетный ресторанный гид, но даже я могу сказать, что шеф определенно заслуживает этих 2 звезд, которые он сохраняет уже на протяжении 30 лет. Это было великолепно, начиная от сервиса, заканчивая самым главным, это блюдами. Это было невероятно вкусно, я кайфанул. Как же круто, что именно здесь, в Куршавеле, ты выбрала меня. В царстве роскоши и богатства я обладатель премиальной карты MasterCard. А самое приятное, что ты бесконтактная. Даже на секунду не хочу выпускать тебя из рук. Thank you. Thank you. Спасибо. Спустившись с горы, я тоже знатно проголодалась. И я подумала, что стоит и себе устроить небольшой пикничок, может быть, такой богатый, красивый и дорогой. Причем в местном традиционном стиле. Скоро все расскажу, а пока запасаемся ингредиентами. Нужен хлеб. 85 центов. Берем. Пойдемте дальше. Нужна специальная местная посудина за 15 евро и сыр. Есть сыр Эмменталь за 2 евро и 30 центов. И мне кажется, идеально. 80 и 2,30. И романтика готова. Хлеб есть, сыр есть, а значит, скоро я буду кушать. По-моему, идеальное местечко, друзья. Смотрите, как романтично, в лесу. Здесь я себе пикничок и устрою. Итак, что же я собираюсь готовить? Знаменитое альпийское блюдо фондю. Пока я открываю сыр, расскажу вам историю, что такое фондю. Пошло это дело все еще со времен, когда пастухи поднимались высоко в горы и брали, естественно, с собой провизию. Но поскольку хлеб имеет свойство черственеть, а сыр имеет свойство плесневеть, в какой-то момент надо было решать вопрос, потому что еды не хватало, а порченую есть было не очень приятно. Поэтому пастухи что сделали? Они растопили сыр, тем самым спрятав от своих глаз плесень, и макали в него сухарики. Готовится блюдо вот в такой посудине – фондюшница. Получается, чтобы приготовить фондю, мне надо основание деревянное эко, потом вот такая вот красивая чашечка и свечки. Ребята, процесс идет вообще, кипит, я бы сказала, процесс.
А самое главное, такое фондю в местном ресторане стоит около 50 евро. Так что, считай, сэкономила. Пахнет. Ай, вообще бомба. Давайте. Не могу больше ждать, буду кушать. Накололи. И пробуем, друзья. Ой, посмотрите. Вкусно. Очень вкусно. Слушайте, а умные люди были эти пастухи. Какое блюдо придумали? Вроде бы ничего сложного. Растопленный сыр да хлеб. Такая вкуснятина. По вкусу напоминает, горячий бутерброд по факту. Но сам способ употребления этого бутерброда доставляет огромное количество удовольствия. Ребята, по-моему, это был классный опыт. На свежем воздухе я вот среди альпийских вершин растопила себе французский сыр, поела и могу дальше путешествовать. И все это бюджетный вариант, на секундочку. Ну что, $100, как мы знаем, в Куршавеле это не деньги, но все-таки, мне кажется, это довольно приятный бонус, если увезти его домой, либо скипасы купить на подъемник. В общем, прячем. Еще одна бутылка с кладом от «Орла и Орешки» спрятана во Франции недалеко от станции Куршавель 1550 на стыке улиц Шульер и Гранжет под указателем. Ну, моя любимая часть. Друзья, ни для кого не секрет, что в Куршавеле с жильем полный облом. Во-первых, дорого. Во-вторых, сейчас высокий сезон и все занято. Хостелы стартуют от $50, и даже они все разобраны. В общем, я по-бедному, и самое время попробовать, что такое каучсерфинг. Рассказываю. Надо зарегистрироваться. Это легко. Так, Юлия Кой. Пишем. Добавляем фоточку и подтверждаем. Все, осталось дождаться каких-то предложений. Ну-ка, что тут есть? На мой запрос откликнулась девушка Саша. Живет она в соседнем поселке Мутье. Ехать туда из Куршавеля около часа на общественном транспорте. Мутье – это небольшой французский поселок на 3000 человек, расположенный у подножья Альп. Кажется, мне сюда. Ну-ка. Что за шум, что за гам? Вот, все, 3-й этаж, пойдемте знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля. Да, Саша. Проходите. Саша. Все, прохожу. Саша из Казахстана переехала в Мутье вместе со своим мужем-французом Лукой. Девушка с порогу предложила мне отогреться чаем и уделила время на поболтать. Я хочу вам кое-что сказать. Я никогда в своей жизни до этого не участвовала в такой истории, как каучсерфинг. И оказывается, это Это вообще... очень классно. Вас кормят, поят, тепло, чисто. Да, и бесплатно. И бесплатно. А как часто к вам... Нам не часто приезжают, не часто. Раньше я сама пользовалась каучсерфингом, когда была студентом. И когда мы учились, потому что я училась в Польше, к нам приезжали ребята. Угу. А здесь нет, вы первый гость наш здесь. Слушайте, а чем занимаются обычные люди, которые живут в Куршавеле? Вот чем? Ну чем? Что здесь Но в Куршавеле люди не живут. Основная масса людей, они приезжают туда на работу. И все работники, которые там есть, я думаю, 90% это так называемые во Франции сезонье, которые приезжают просто на сезон отработать, и они потом уезжают на юг, например, тоже на сезон. И, собственно, поэтому они называются сезонье. Понятно.
Кто сыграет на гитаре в семье? Лука. Лука, let's play on guitar. I play too. I play. Хочешь? Да. Давай. Давай. And what about you? Посмотрю тебя. Окей. Я уверена, вам очень понравится мой уровень игры. Готова? Готов? Спасибо, Лука и Саша, что пустили меня ночевать. Я очень замерзла сегодня, и сейчас я хочу поспать. Я допью свой чай и яблоко съем, и потом пойду в постель. Да. Окей, очень круто. Куршавель – это самый огромный горнолыжный курорт. Здесь 600 километров трасс и 185 подъемников. Хочется сказать, да, ого-го-го. Но вдруг вы как-то все это объехали, и вам нечего делать, для вас есть снегоход. Стоит много, но можем себе позволить. О, давай! Да, делаем это, вот так! Я так кайфую, потому что мне просто сидушка подогревается, руль подогревается, мне в целом тепло, ну немного ветерок подувается, в лицо так изумительно. Фишка ночных покатушек на снегоходе в получении адреналина. Снегоходы могут достигать скорости в 200 км в час, но на деле это очень опасно и вы можете разбиться. Во-вторых, Снегоходы в принципе очень травмоопасны из-за своего веса. Он очень неустойчив, и на нем легко перевернуться. И, как вы понимаете, он может просто сдавить вас, и все это может привести к летальному исходу. и в-третьих, все это происходит в кромешной темноте. Вообще ничего не видно. Где вы? В общем, очень улетная штука. Ничего здесь опасного нет, если вы едете адекватно. Хоть раз в жизни попробовать нужно обязательно. В общем, это знаете, как огромные санки, которые тебе не нужно тащить в гору. Ты просто кайфуешь постоянно. Итог. Это супер улетная штука, она того стоит. Я безумно счастлив. После чаепития Саша показала мне второй этаж и комнату, где я буду сегодня ночевать. Слушайте, я честно вам скажу, я покорена. Ну, это просто удивительно. Здесь чаще каучсерфинга. Мир добрый и открытый. Класс, спасибо вам большое. Правда, я прям, мне очень приятно. Класс. Если какие-то вопросы, мы внизу. Окей, спасибо большое. Пожалуйста, спокойной ночи, я вас оставляю. Вы понимаете? То есть я, не заплатив ни копейки, нашла себе в одном из самых дорогих курортов бесплатное жилье. Мы встретились, поболтали, мы, может, даже дружить потом будем. Я очень под впечатлением, друзья. Это был насыщенный день, и сейчас наконец-то наступает время, которое я люблю больше всего. Самая главная активность. Спокойной ночи. Знаете, обычно мое утро начинается с того, что меня будят в 6 утра, бьют ногами и просто говорят: Ян, вставай, надо снимать. А сегодня мое утро начинается в джакузи, в Куршавеле, в горах. И это однозначно идеальное утро. В общем, доброе утречко. О. Полуторачасовая прогулка – это, конечно, еще то развлечение. Сейчас бы музычку послушать или подкаст какой-то. Но я была бы не я, если бы не забыла наушники в самолете. Еще и свои любимые. Сейчас зайду на Е-каталог и проверю. Вдруг там такие есть. Так, наушники. Это же модель. И в таком же цвете.
Так, цены. Серьезно? Еще и в 2 раза дешевле? Вот вам и польза Е-каталога. Все можно найти с идеальными ценами. Классно. С самого утра я решила испробовать еще одно популярное в Куршевеле развлечение – трекинг, то есть пеший поход по горным тропинкам. Для этого мне надо арендовать снегоступы, экипироваться, и преодолеть дистанцию в 2 километра. Значит, что такое снегоступы? Это предки лыж. Видали? Вот так выглядят предки лыж. Когда людям надо было преодолевать большие расстояния по глубокому снегу, и они проваливались по пояс в сугроб, они поняли, что надо что-то придумать. И придумали! Еще 6000 лет назад люди начали прикреплять к ногам кору деревьев и фиксировать это кусками кожи животных. Так вес тела распределяется на всю конструкцию равномерно, и ходок может легко перемещаться даже по глубоким сугробам. У меня, знаете, один вопросик тут созрел. Зачем мне эти палки? Я же и без них идти могу. Я, конечно, их использую, ну, раз мне их выдали. Но, смотрите, ничего не изменилось, видите? А теперь все так же ничего не изменилось. Так, надо проверить, действительно ли они мне нужны. Для этого мне надо подняться на склон. Так, сначала без палок. Палки – тема, абсолютно точно. Не отказывайтесь от них, они нужны. В общем, двигаемся дальше. Так, снегоступы. Мы же с вами друзья, мы братья практически. Не подводите меня. Оп. Второй день я решил продолжить покатушками на горнолыжных трассах. Но кроме радости и адреналина, это развлечение таит в себе много опасности. Каждый день в Куршевеле травмируется около 30 человек. А самая печальная известная здесь трасса – Марибельская. Именно тут произошел трагический случай с Михаэлем Шумахером, выдающимся автогонщиком и легендарной звездой гонок Формулы-1. 29 декабря 2013 года, уже после завершения своей спортивной карьеры, Шумахер катался здесь на лыжах. Выехав на неподготовленный участок трассы, гонщик споткнулся о невидимые под слоем снега камни и сильно ударился головой. За последние 7 лет семья Шумахера потратила на его лечение более 16 миллионов долларов. Это была информация для людей, которые любят посчитать чужие деньги, а вот что реально интересно, так это то, что Михаэля искусственно ввели в кому, а о его состоянии до сих пор ходят противоречивые слухи. Говорят, что сейчас гонщик вышел из комы, но о его реальном состоянии не знает никто, кроме родных и близких. Поэтому, какими бы веселыми и суперувлекательными вам не казались все эти спуски, ребят, пожалуйста, не забывайте про простые правила безопасности и не съезжайте с намеченных трасс. Какие же крутые ощущения! А еще круто то, что новые экшн-камеры дают просто сумасшедшее качество, и я могу снимать все абсолютно сам и делиться этим с вами. Но вот только та камера, на которой я сейчас снимал, это камера оператора. И я тут подумал, что, наверное, пора выбрать себе камеру тоже и начинать снимать что-то из отпуска. Чтобы не откладывать в долгий ящик, я прямо сейчас зайду на Е-каталог и посмотрю цены. Разделы гаджета для отдыха, экшн-камеры. Значит, сразу несколько вариантов поиска по цене, по типу камеры и по бренду. Мне нравится вот это и вот это. Беру. Хоть у меня и безлимитная карта, но экономить деньги все-таки приятно.
Тем временем я пришла к финальной точке моего маршрута. А? Красота какая. Это озеро Розьер. Оно расположено у подножья долины Аваль в окружении густых заснеженных лесов и является особенным охранным участком природы Европы. Но есть у этого озера одна загадка. А почему озеро не замерзло? Все замерзли, а это не замерзло. Я, кстати, когда шла, я думала, что я буду по замерзшему озеру ходить. И я предлагаю провести несколько опытов и выяснить, почему озеро не замерзло. Для этого нам понадобится свободные руки, свободные ноги. Все, мои снегоступы припаркованы, а я готова исследовать местность. Итак, проверяем температуру озера. Если ниже нуля, вода должна была замерзнуть. Ну что за магия? Ну правда. Вода холодная, холодная. Проверим соленность. Известно, что водоемы с высокой концентрацией соли не замерзают. Вообще не соленая вода. Вообще не соленая. Почему она не замерзла? И, наконец, проверим скорость потока воды. Движение этого озера в плане скорости воды тоже ничего необычного. Ну, то есть, ладно, это горная река. Горная река не замерзает, потому что там напором все бьет ключом. А здесь что? Все дело в том, что воды озера Розьер насыщены сероводородом, который и не дает ему замерзнуть, а также делает его лечебным. Все, что я могла, я выяснила. С наступлением темноты развлечения в Куршавеле только начинаются. Ребята, я пришла на самое клевое вечернее шоу в Куршавеле. Раз в неделю все туристы собираются на центральной площади Куршавеля, чтобы посмотреть на легендарное шоу, которое проводят здесь уже 18 лет подряд. Начинается все с бесплатных угощений. Вот вам, пожалуйста, Куршавель, дорогой курорт. Все бесплатно. Пришла на шоу бесплатно. Горячие напитки бесплатно. И главное, друзья, эмоции бесплатно. Ради этого надо путешествовать. Мне нравится. Ага. Так как я паренек из категории люкс и могу себе позволить VIP-шатер, чтобы посмотреть на все это действие, у меня тут есть, в принципе, довольно свободная территория, где я могу так стоять, размяться, напиточки, еда и какие-то супы. Но, ребят, не обижайтесь, я тут на пару дней все, а потом я к вам вернусь в толпу. Продолжается шоу фееричными выступлениями экстремалов. Как? Что? Вообще, как они это делают, я не понимаю. Ну это правда вообще чума. Ну смотрите, это мероприятие из серии «О, смотрите, тут люди, наверное, я тоже присоединюсь». Короче, стадный эффект. Массово, холодно, чуть-чуть прикольно так, чуть-чуть. Ну и, наконец, самая главная часть шоу – спуск с факелами. Значит, смотрите, какова суть этого, так сказать, мероприятия. 28 лет назад в Курше проходила одна из частей зимних Олимпийских игр. И здесь, естественно, проносили олимпийский огонь. И ребята до сих пор поддерживают эту традицию и съезжаются факелами. Точно так же здесь спускались спортсмены с зимних Олимпийских игр 92 года. Это событие стало поворотным в истории Куршавеля. Ведь чтобы провести здесь игры, на развитие инфраструктуры потратили более 2 миллиардов долларов. И с тех пор Куршавель стал мега популярным. И до сих пор считается лучшим европейским горнолыжным курортом. Ребята,
Это пятерочка. Твердая. А в завершении шоу масштабный красочный салют на 20 минут от лучших пиротехников Европы. Я не фанат салютов, но это прям по-куршавельски. Во-первых, для бюджетного туриста такое шоу – это просто подарок судьбы. Во-вторых, мне еще больше захотелось научиться кататься на лыжах и на сноуборде так, чтобы тоже делать такие выкрутасы. Это действительно выглядит круто. И в-третьих, кажется, я начинаю понимать, почему все так любят Куршавель. Здесь постоянное ощущение праздника. Класс. У меня прям настроение, как эти фейерверки, взрывается. Престижный курорт. Вау, вау, вау. Баснословные цены. Мне прям жарко стало. Статусный отдых. Как я заговорил уже, воу-воу. Но даже здесь можно отдохнуть за 100 баксов. Любой каприз за ваши деньги. Куршавель, мы тебя сделали. Мама мия, Санта-Лючия. Я вообще не понял, что произошло. Вы понимаете? Это восторг. Вообще не соленая вода. Это супер улетная штука. Посмотри вдаль и откинусь. В общем, если это и безумный уикенд, то потому что здесь безумно красиво. Что говорить, друзья, вы все сами видите. О, Ян, пожалуйста. Нога. Привет, вставай, вставай, надо подводку сделать, Наталья. Юль, ну я так скучал, тебе холод так к лицу, щечки, розовый, холодный. Я Как ты, замерзла, как расскажи. щенок. Ян, слушай, ну у меня было мало денег, но очень много впечатлений. Я прокатилась с горы, я ходила на снегоходах, снегоступах. Ступах. Слушай, Юль, ну у меня тоже было все очень-очень даже хорошо. Так. Куршавель просто сказка, особенно когда тут есть деньги. Ну скажи, это все-таки место для вот таких. Для прям вот жирненьких да, это ребят. правда, И это еще, правда. знаешь что, тут даже для ребят с безлимитной картой довольно дорого, а самое главное, холодно. Но мне понравилось, это было незабываемо. Знаешь, я по-бедному, но я ела фондю. Слышал что-нибудь когда-нибудь про фондю? Я даже не ел Вот фондю, я знаешь мечтал что? о фондю. Друзья, мы увидимся с вами в следующем городе. Пока! Хочешь, я тебе как-нибудь приготовлю Я фондю? хочу фондю, это ты типа сыры вонючие кидаешь, Да. и потом хлеб, и всё.